Я помню. Помню, как я потерялся. Засмотрелся на какие-то игрушки. А потом смотрю, а мамки рядом нет. Вы испугались? Конечно. Родители пугали, знаете, цыгане заберут, цыгане заберут. Там на этом рынке цыган целый табор был. Ваша мама рассказывала, что вас привел к ней какой-то пожилой мужчина. Вы можете описать его? Но я не очень хорошо помню. Дедушка какой-то. Борода такая, испаньолка. Угу. Хорошо. А это вам зачем знать? Просто небольшой тест на память. Вы, Александр, совершили глупость. И я хочу, чтобы вы это признали. Глупость? В пекло тот мир, в котором справедливость называют глупостью. Если бы вы раскаялись, суд смягчил бы наказание. Раскаялся? В чем? Вы ведь прекрасно все знаете. С подругой. Кто вообще, а? Его зовут Марина. Что ты бесишь меня, а? Сам бесишься, дурак. Аня? И что вы почувствовали во время этой встречи? Вину. Я тогда очень остро почувствовал вину. Но почему? Я же должен был ей помочь, а я не успел. Почему вы не общались столько лет? Как вам сказать? Ее родители, по-моему, уехали в другой конец города. Ну а что? Мы мелкие. Телефонов нет, соцсетей нет. Вот и связь потерялась. Собственно, вот мы с ней увиделись только после этого происшествия. Но ваша мать сказала, что девочки и вовсе Мать нет. выжила из ума. Но почему вы так считаете? Она стала терять связь с реальностью после того, как отец... Я к ней заходил однажды, хотел узнать про подругу. Но... Ты так давно не заходил? Заработался. Твой отец тоже много работал. Все куда-то бежал, торопился. Но у жизни были свои планы. А ты обещала бросить курить. Знаешь ли, здоровье. Давай не буду напоминать тебе, что это такое. Ой, сынок, зачем здоровье одинокой стареющей женщине? Так обычно говорят, когда ничего не болит. Отец бы это подтвердил. Ты ведь пришел не просто мамочку навестить.
вообще да, ты права. Помнишь, в детстве я дружил с одной девочкой. Мы часто играли в парке. Не помню. Вспоминай. Мы часто там бывали с отцом, с тобой и с Аней. Я не знаю никакую Аню. Ты мог просто придумать себе Ну, подружку. как это придумать? Дети часто так делают. Я ее видел только вчера. Да ты не мог ее видеть. Это почему? Потому что не было. Не было никакой девочки. Ты, наверное, просто забыла. Сейчас я тебе покажу. Что покажешь? Фотографию, что. Не зря же отец был заядлым фотолюбителем. Сейчас. Я помню этот день. Где же он? Саша, Саша! Саша! Сынок, Саша, что с тобой? Саша! Тогда я действительно подумал, что схожу с ума. Но когда я увидел машину этого выродка, понял, что не могу ошибаться. Он вышел из здания бизнес-центра. Болтал по телефону, игнорируя все вокруг. Самоуверенная наглая мразь. Его тяжелый джип тронулся, и я медленно последовал за ним. Я держал дистанцию, но уверен, он все равно чувствовал на себе мой прожигающий взгляд. Мой автомобиль едва поспевал за его монстром. Я утопил педаль газа, и двигатель заревел, словно умирающий зверь. Все было не зря. Я настиг его. Мужик, что тебе надо? Где Аня? Какая Аня? Где Аня? Где она? Какая Аня? Где Аня? Аня! Алло, полиция? Итак, после того, что случилось, вы продолжаете считать, что это именно та девочка? Вы уверены, что не ошиблись? Ведь наша память... Да. Память – это единственное, что у нас есть ценного. Разве может такая ненадежная вещь, как память, быть самым ценным в жизни? Ой, не надо начинать вот сейчас эти разглагольствования, размышления, всякой такой прочей ересь. Александра, в начале сеанса вы мне рассказывали. Я хочу отметить, подробно рассказывали о том, как вы потерялись в детстве на рынке. И Вы помните свои чувства в тот момент? Человека, который вас привел к маме, вы это хорошо помните? да, Так вот, Александр, этого события никогда не было. вздор. Вы помните об этом потому, что я поднял эту тему, подкрепил аргументами, сказав, что ваша мама об этом рассказывала. Все остальное сделал ваш мозг. Теперь-то мне все понятно. Паренек вам деньжат подкинул, чтобы вы меня психом признали. Александр, память – это не что-то постоянное. Это не папка в картотеке и тем более не видеозапись. Память меняется на протяжении всей жизни.
И если вы что-то вспоминаете, то вы вспоминаете не само событие, а только воспоминание о воспоминании этого события. И лишь затем оно собирается по частям из зрительных ощущений, из запахов, из чувств. И, к сожалению, вся эта система очень часто ошибается. Александр, вы просто не могли быть на том рынке. Он сгорел за 2 года до вашего рождения. Вы могли его видеть только в хронике по телевизору. И это факты. Они надежнее, чем ваша память. А теперь подумайте, насколько правдиво ваше воспоминание об этой девочке, об Ане. Я все помню. Я даже помню, как я с ней познакомился. Помните? 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 Черт возьми, что здесь происходит? Как я здесь... Как я вообще здесь оказался? Стой! Куда ты? Ты должен спасти меня, Саша. Слава борцам за справедливость. Слава этой несуществующей в природе вещи.
Что? Что это было? Это гипноз. Вы отказывались признавать очевидное, и мне пришлось применить гипноз. Уж извините. Но все было таким ярким, как настоящее. Александр, даже самые страшные сны кажутся реальностью до тех пор, пока не проснешься. Но то, что я видел, это было правда? Скажите. Вы, видимо, не все поняли. Вам не нужно доверять ни моим словам, ни своим воспоминаниям. Факты можно оспорить только фактами. Вот девушка, которую вы ошибочно приняли за Аню. Она живет со своим молодым человеком. Вы его избили. Но зачем тогда нужен был этот гипноз? Для того, чтобы отделить ваши фантазии от той реальности, которую вы не хотите принимать. Вам вот эта фотография знакома? Конечно. Да, это вы в детстве. А вот это? Получается, Аня была? Почему тогда мне родители врали? Трагическое событие изначально хотели стереть из истории вашей семьи. Мама этой девочки обрушилась обвинение на вас, на ваших родителей. Именно после того трагического случая здоровье вашего отца и пошатнулось. Но почему это скрывали от меня? Родители хотели отгородить вас от ваших же воспоминаний. Но я считаю, что вы должны принять все как есть. Именно тогда вас покинет комплекс спасителя. Какой еще комплекс спасителя? Вам кажется, что вы должны спасти эту девочку. Это из-за чувства вины, внушенного вам в детстве. Но вы не виноваты. У того трагического события было множество причин. И было бы ошибкой принимать всю ответственность на себя. И что же я теперь должен делать? Александр, признай свою вину в суде и извиниться перед тем парнем, которого вы избили. Хорошо. Я думаю, вам пора. Сержант!